Здравствуйте, друзья! В моем понимании концепция умного дома не требует обязательного соединения всех устройств в одну большую систему управления. Ведь есть достаточно много гаджетов, которым вполне хватает их базовых функций. Например, это автономные ночники с датчиком движения и освещения. Они включаются сами, когда видят движение и когда отсутствует свет, и центрального управления им не нужно. К ним же можно отнести, например, мусорные ведра, которые умеют сами открывать крышку, когда к ним подносишь руку. Это касается, например, и автоматических помп для накачивания воды. К этой же сфере можно отнести и героя сегодняшнего обзора — автоматический диспенсер для мыла. В экосистеме всеми нами любимого бренда Xiaomi есть как минимум 3 варианта автоматических диспенсеров для мыла. Но для первого раза я решил остановиться на более бюджетном варианте от Alphawise, который, кстати, очень похож на своего собрата из экосистемы Xiaomi. Что же касается ценового диапазона, то на дату создания обзора версии от Xiaomi стоили от $20. Этот же диспенсер стоил $13. Поставляется диспенсер в картонной коробке с цветной полиграфией. Что интересно, названия бренда на ней нет. Надписи все на английском. Имеется указание, что для питания устройства нужно 4 элемента 2А, а в качестве заправки пенящееся мыло. На торце короткое описание принципов работы, бесконтактный сенсор, регулировка объема и, что совершенно справедливо, упоминание о том, что гаджет понравится детям. Еще как понравится. Для защиты от повреждений при пересылке в верхней части коробки находится плотная противоударная вставка. Доехало все в полной целости и сохранности. Диспенсер имеет цилиндрическую форму, в его нижней части находится полупрозрачный отсек для жидкого мыла. Сверху загнутый носик. Согласно заявленным характеристикам, корпус защищен по стандарту IPX4, что означает защиту от водяных брызг с любого направления. Это вполне достаточно для применения в санузлах. Название бренда Alphawise немного криво наклеено по центру корпуса. Зная широту различных товаров под этим брендом, легко догадаться, что производитель на самом деле другой. Товар делается на заказ. В верхней части находятся 2 прорезиненные кнопки питания и регулировка объема подачи мыла. В нижней части носика находится инфракрасный сенсор и резиновый клапан для подачи вспененного мыла. Для понимания размеров диспенсер рядом с 1,5-литровой бутылкой воды. Я бы сказал, он немного выше среднестатистической емкости для жидкого мыла. Для заправки емкости диспенсера ее надо открутить, она полупрозрачная, что необходимо для визуального контроля уровня мыла. Диспенсер без емкости. Для забора мыла имеется довольно толстая трубка, доходящая до дна емкости. Емкость резервуара составляет 280 мл. В него нужно залить жидкого мыла. Я залил на глаз примерно 1/6 от объема. Остальную часть обычной водой хорошо размешать. Я просто несколько раз энергично встряхнул. В нижней части корпуса находится батарейный отсек, прикрытый пластиковой крышкой. Под ней находятся слоты для вертикальной установки 4 элементов питания 2А. Порядок установки изображен рядом на наклейке. Я использовал 4 недорогие батарейки из ближайшего супермаркета, но в дальнейшем планирую использовать аккумуляторы. Управление очень простое. При нажатии на кнопку питания загорается либо красный, это значит, что устройство выключено, либо белый светодиод, это значит, что включено. При нажатии на клавишу регулировки 1 белая вспышка — стандартный объем пены, 2 вспышки — увеличенный. Объем выдаваемого мыла даже в стандартной порции, как по мне, великоват даже для среднестатистических взрослых рук, а для детей так тем более. Шум при этом тихий и не напрягающий. При увеличенной дозировке объема пены раза в 1,5 больше, сложно даже в руке удержать. Это для обладателей или сильно грязных, или больших рук. Диспенсер очень понравился как мне, так и всем моим домашним, особенно детям. Я уже получил задание оборудовать такими устройствами все остальные точки для мытья рук. И я думаю, что все эти точки будут оборудованы в дальнейшем устройствами из экосистемы Xiaomi, что даст мне возможность сравнить более дорогие гаджеты с этим бюджетным вариантом. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!